Всем привет! С вами Иван, и вы на канале Время Сокола. Сегодня я хочу вам показать, как я делаю шлейку для своего сокола, чтобы одевать датчик на спину. Сразу скажу, что все материалы куплены в России, все это доступно, достаточно по низким ценам, все можно купить, я думаю, в любом городе. Это лента, из которой будет делаться шлейка. Она достаточно прочная, и ее тяжело порвать будет соколу. Вот. Единственное, что нужно обрабатывать концы либо клеем, либо зажигалкой, чтобы они не размахрились. А так, в принципе, проблем нет. Потом крепление для датчика. Платформа. Ее можно заказать тоже в России. Конечно, умельцев много кто уже взялся делать это, но на самом деле вот из всех вариантов, что я видел, самый лучший это вот этот вариант. Просто дело в том, что на 3D принтере можно печатать разными материалами. Вот это очень качественный материал. Он на свету, даже вот эта платформа, она на свету просвечивает. Я, к сожалению, это сейчас показать не могу. Вот. Это аналог маршалловской платформы. Один в один. Вот. У меня датчик новый, он немножко еще плохо садится, но вот он сейчас сел нормально и, в принципе, держится. Но смотрите, какой нюанс. По опыту сокольников можно сказать, что сокола иногда расклевывают вот эти усики. Вот. И получается, они заходят вовнутрь, и датчик может просто потеряться. Ну, точнее, нет, датчик-то получится найти со временем, да? Вот. А птица потеряется, то есть просто датчик слетает, и тем более он, кстати, может еще на одном усике держаться, это еще хуже. Ну, то есть и датчик сломаться может, и птице мешать будет. Ну, то есть в такой платформе вот есть такой недостаток. Это и в маршалловской платформе будет такой недостаток, и в этой, и в любой другой. Отличие еще очень прочный материал, кстати, у этих платформ. Вот. Но я буду использовать для своего сокола вот такую платформу. Видите, уже верхняя часть закрыта. Вот. Сделано более массивно, конечно, и по толщине они одинаковые. Вот. Вот эту платформу я буду использовать для своих соколов, потому что, если честно, вот этой не могу доверять, но это стоит намного дешевле, конечно, чем это. Это что-то в районе 600, это что-то 300, 400, что ли, что-то такое. Но по поводу цены я вам не могу сказать. Если кому-то будут интересны вот такие платформы, пишите в комментариях, я вам отвечу. Потом зажим. Единственное, что я взял зажим достаточно толстый, вот по нему видно. Он предназначен для троса. То есть ленту им будет тяжело зажать, но нам ее главное зафиксировать немного. После чего это будет вот этот зажим, когда он зажмет ленточку, он будет заливаться эпоксидным клеем. Итак, все есть. Вот пример, как должно быть. Чтобы нам начать, потребуется прочная нитка с иголкой, отрезанная лента с подпаленными концами,
Итак, продеваем ленту в верхнее отверстие крепления. Лента достаточно мягкая, поэтому придется ее чем-то туда затолкнуть, помочь ей. Или чем-то вытащить ее оттуда. Так, вот продеваем ленту вот таким ушком. И просовываем два конца сюда. И получается у нас вот так вот. Затягивается. Смотрите, самое главное, чтобы затянулось ровно. Видите, неровно затянулось. То есть надо сейчас растянуть снова и тянуть за ту ленту, за ту часть, которая... И вот так выровнять таким образом. Потому что это, когда будет на птице, это будет очень важно. Вот сейчас получилось все ровно. Вот. Здесь затянуто. Теперь эта часть ходить не будет. Она будет крепко держаться. Теперь нужно сделать перекрестие, которое будет перекрещиваться на киле птицы. Должен быть очень тупой угол. Это все сначала нужно замерять на птице, но я уже знаю свои размеры своей птицы, и то есть я сделаю просто по линейке. Вот. А всем остальным нужно будет замерять расстояние отсюда до киля, ну, так скажем, практически до кончика. То есть полсантиметра до кончика киля должно не доставать. Вот это перекрестие ленты. Сейчас я вам покажу и объясню уже на готовом примере. Вот таким образом я фиксирую нужное мне расстояние. Вам понадобится также после того, когда вы примерите на птице. Смотрите внимательно. Узелок должен находиться снаружи. Ну, просто чтобы птица меньше доставляла дискомфорта. И после того, когда иголка продета с веревкой, раздвигаем ленту. Нужно сделать вот такой тупой угол. То есть вот это будет вокруг головы, плечи, вокруг зоба, и уходить под крылья у ног и огибать спину. Теперь это все подшиваем. Так, и теперь я делаю последний раз уже, зашиваю и узелок делаю. Так. Отрезаю немножко запасом, потому что эту веревочку, эту нитку нужно будет подпалить. Ну, по крайней мере, моя нитка, когда ее подпалишь, она достаточно хорошо так фиксируется. Кончики можно зафиксировать, чтобы не размахрились. Вот. И получился вот. Сейчас уберу, чтобы вам это все показать.
Это на спине птицы. Это я еще вам все в дальнейшем покажу. Вот это все проходит, огибает зоб. И вот этот крестик должен быть на киле. Сейчас вот этот крестик нужно зафиксировать, потому что он достаточно уязвимое место в этой конструкции всей. И его нужно залить эбоксидным клеем. Угу. Вот. Это все теперь выкидывается. Вот получилась такая шлейка. Это осталось дождаться, пока высохнет, это минут 20. И можно будет уже вешать на птицу. Итак, для меня прошло 25 минут уже. Для вас это пару секунд. И все засохло. Все хорошо. Ничего не прилипает. Не нужно никаким ни тальком, ничего. Я уже примерял на птицу даже. Все нормально. Потому что я, если честно, побеспокоился, как будто бы вот слишком маленькую сделал впритык. Вот. Но так как с материалом нету проблем, и его можно купить в России, и по дешевой цене, в принципе, и не жалко. К примеру, если птица наберет мышцы и вес, то можно будет это переделать. На все про все будет уходить 30 минут с установкой на птицу. Поэтому я думаю, это нормально. Вот. Теперь это нужно все одеть на птицу. Но так как материал получается слишком долгим, я буду записывать отдельные видео, как я буду одевать эту шлейку на птицу. Вот. И будет отдельное видео для этого. Ну а на этом все. Всем пока, всем добра. Если есть какие-то вопросы по шлейке, задавайте. Если кому-то интересно, где приобрести такие платформы, тоже пишите.